Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот мальчишки по имени Зи. Более подробно о нем я рассказываю в предыдущем видеообзоре, какую игрушку будем вязать в следующем видео мастер-классе. Там я показываю, какие можно сделать причесочки из его волосика. Здесь я не буду долго об этой игрушке рассказывать, чтобы не затягивать с вязанием. Вот такой вот рюкзачок у него с брелочком. Итак, для вязания данной игрушки нам понадобится плюшевая пряжа. У меня это от Himalaya Dolphin Baby. Основной цвет игрушки это пудровый цвет. Номер цвета 80353. Далее, на этот раз я буду вязать в сине пудра белом цвете игрушку, и синий цвет у меня это 80341 номер цвета, и белый цвет. Из плюшевой пряжи это вот 3 цвета, которые нам понадобятся. Далее нам понадобится еще не плюшевая пряжа. Я выбрала оранжевого цвета, это Нака Перланта, микрофибра, микроволокно. Это будут у нас идти на волосы. И полухлопковая пряжа, или это 100% хлопок, я уже не помню, Yarn Art Jeans, для лямочек на рюкзачок. Для рюкзачка будем вязать цепочку из воздушных петель для лямочек. Так, далее нам понадобятся глазки. На этот раз я выбрала 16 миллиметров. Глазки коричневого цвета у меня будут также. Так, и еще нам понадобится что-то вот для брелочка. На этот раз я буду использовать вот такую вот маленькую деревянную, покрашенную в синий цвет, ручку. Так. Понадобится крючок. У меня крючок номер 5 основной. Далее крючок вспомогательный. Это у меня 2,5. Далее ножницы. Маркер для отметки рядов. Игла. Пришивать пришивать мы ничего не будем. Будем только вышивать. Вышивать будем носик, ушки и полосочки на кроссовках и полосочку на футболочке. Понадобится 2 пластиковых овальчика. Один я уже вставила в первую ножку, потому что я ее заранее связала. Вот. И вот вторая для второй ножки. Вы будете замерять по своей ножке, потому что объем, толщина, плотность вязания у всех все разное, поэтому может отличаться. У меня это в длину 5 сантиметров, а в ширину у меня где-то около 3. Вот. Так, и понадобится нам холофайбер. Итак, давайте приступим с вами к вязанию. А сейчас будет небольшое вступление о 2 способах вязания. О моем способе вязания и использования крючка при этом номер 5. И о втором способе вязания, при котором лучше использовать крючок 3,5 или 4. Итак, показываю способ, которым вяжу я. Завожу крючок в петлю. И захват рабочей нити я делаю, заводя крючок над рабочей нитью. Завела, захватила нить и провязала столбик без накида. Еще раз показываю. Завожу крючок в петлю. Далее захват рабочей нити я делаю, когда крючок находится над рабочей нитью. Захватила рабочую нить, провязала. Есть еще второй способ вязания, при котором захват рабочей нити происходит крючок под рабочую нитью. Захватили, провязали. Еще раз заводим крючок в петлю,
Далее захват рабочей нити делаем, когда крючок находится под рабочей нитью. И вывели. При этом и рисуночек отличается. Здесь, может, сейчас не видно будет. Вот. И при вот втором способе вязания, вязание получается более рыхлое. И поэтому лучше использовать крючок 3,5-4. Вот. Крючок номер 5 для этого вязания не подходит, если вы очень-очень туго не вяжете. Если ниточку не натягиваете, то лучше использовать крючок 3,5-4. Вот. А я вяжу первым способом и крючок 5, и при этом я еще вяжу туго. Плотное у меня вязание. Так что имейте это в виду. Начнем наше вязание с вязания правой ножки. Берем пряжу белого цвета, это будет цвет подошвы, и набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее, начиная со второй петли, как бы в обратную сторону, вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В последнюю петлю провяжем, в одну петлю провяжем 4 столбика без накида. Итак, в одну петелечку провяжем 4 столбика без накида. 1, в ту же петлю второй столбик без накида, в ту же петлю третий столбик без накида и в ту же петлю вяжем четвертый столбик без накида. Далее вяжем 6 столбиков без накида. Вот тут вот от цепочки осталось вторые стеночки, и вот будем вязать 6 столбиков без накида по цепочке. Так, это второй столбик без накида. Третий столбик без накида. И шестой столбик без накида. Далее от самой первой вот петли, когда мы начинали вязать в обратную сторону, которую мы не провязывали, а начинали со второй петли, вот это от первой петли вот здесь вот такая вот торчащая стеночка, она у меня, допустим, получается всегда такой большой, не знаю как у вас, но провязываем вот в эту стеночку, вот в эту петлю 4 столбика без накида. 1, в ту же петлю 2, в ту же петлю 3 и в ту же петлю 4. Белую часть обуви мы будем вязать с соединительными петлями и с воздушной петлей. Вот в этот первую петлю провяжем соединительную петлю. Помогайте себе, если у вас туго, как вот у меня, если плотное вязание, помогайте себе вспомогательным крючком. Итак, делаем соединительную петлю. Ее делайте как можно туже, чтобы она пряталась в вязании, чтобы она не была заметной. Далее делаем воздушную петлю, ее тоже как можно туже ее затягивайте. И в ту же петлю, которую мы сделали соединительную, провязываем. Так, провязываем столбик без накида. Тут будет очень туговато, поэтому лучше помогать себе
вспомогательным крючком для протяжки нити. Так, 1 столбик без накида. И еще вяжем 4 столбика без накида. Уже здесь вот по цепочке, по ряду, то есть. Один мы уже провязали, нам всего нужно провязать 5 столбиков без накида. Один уже провязали, второй, далее вяжем 3, 4, 5 столбик без накида. Далее будем вязать 6 прибавочек подряд, то есть в каждую петлю будем вязать по 2 столбика без накида. Итак, вяжем первую прибавку, в одну петлю вяжем 2 столбика без накида, в следующую петлю вяжем 2 столбика без накида, это будет у нас вторая прибавка, в следующую петлю вяжем 2 столбика без накида, это третья прибавка, далее в следующую петлю вяжем 2 столбика без накида, это четвертая прибавка, далее в следующую петлю 2 столбика без накида, пятая прибавка, и в следующую петлю 2 столбика без накида, это у нас будет шестая прибавка. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее делаем 2 прибавочки подряд. Провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. Это первая прибавочка. В следующую петлю провязываем 2 столбика без накида. Это у нас вторая прибавка. И до конца ряда у нас тут остается 1 столбик без накида провязать. Далее делаем соединительную петлю, как можно туже делаем ее, делаем воздушную петлю, тоже делаем ее как можно потуже. Вот, и далее ряд мы будем вязать за перегородки между петлями. То есть вот, если вот так вот расположить вязание, вот они наши петли, между этими петлями, если заводить крючок с задней стороны петли, выводить к передней, далее у второй петли заводим с передней стороны, выводим на заднюю сторону, вот мы подхватываем перегородку между петлями. Вот, подхватили перегородку между петлями, и вот за эту перегородку будем провязывать столбики без накида. Итак, начнем. Заводим крючок в ту петлю, в которую мы провязали соединительную петлю. Вот тут немножечко не совсем удобно, но это все возможно. Заводим крючок с задней стороны, далее рядышком петля, заводим с лицевой стороны, выводим на изнаночную сторону, и вот одну перегородочку мы схватили, и за нее провяжем столбик без накида. Наконец-то. Так, провязали первый столбик без накида, вяжем за перегородки до конца ряда всего 28 столбиков без накида. Итак, не пропускаем ни одну перегородочку. Всего у нас должно получиться
28 столбиков без накида. Итак, провязали за перегородочки 28 столбиков без накида. Последняя перегородочка у нас образовалась между основной вот этой вот последней петли и воздушная петля, которая была в начале ряда. Вот это вот между ними стеночка. Мы ее подхватили и провязали. Далее следующий ряд вяжем без изменения 28 столбиков без накида. Начинаем, вот эта вот воздушная петля, она такая вот маленькая образовалась, мы ее не вяжем, мы ее пропускаем, захватываем лучше с вспомогательным крючком. Вот она первая петля. Так, и это будет у нас последняя соединительная петля и воздушная петля. Далее уже не будем мы их вязать. Так, провязываем в эту петлю соединительную петлю. Делаем воздушную петлю. Ой, немножко мне надо ее потуже затянуть, что она выглядывает. Итак, сделали соединительную петлю, сделали воздушную петлю. В эту же петлю, откуда мы провязывали соединительную петлю, провяжем столбик без накида. Первый столбик из 28. Провязали первый столбик без накида и далее без изменения вяжем еще 27 столбиков без накида до конца ряда. Провязали 28 столбик, не довязываем до конца, на нем мы будем менять цвет пряжи. Берем пряжу цвета кроссовочек и довязываем последний 28 столбик без накида. Довязали. Далее пропускаем вот здесь вот воздушную петлю и вот в первую петлю провяжем столбик без накида за заднюю стеночку. Чуть не забыла. Вяжем за заднюю стеночку. Итак, первый столбик за заднюю стеночку мы провязали. Можем надеть на него маркер. Так, и дальше далее до конца ряда вяжем 27 столбиков без накида за заднюю стеночку. Первый столбик мы уже провязали. И еще 27 столбиков без накида до конца ряда за заднюю стеночку. Провязали. Теперь белую ниточку можем отрезать. И завяжем на узелочке. Кстати, вот эту ниточку тоже желательно всегда фиксировать все ниточки узелочками на любой вот из стеночек, за любую стеночку любой петли, чтобы она никак не вылазила наружу. Итак, завязали все узелочки, продолжаем наше вязание. Далее провяжем один ряд без изменения, 28 столбиков без накида. Здесь мы уже вяжем без соединительной петли, без воздушной петли, просто вяжем столбики без накида до конца ряда без изменения.
Провязали, отметили новый ряд. Следующий ряд вяжем в таком порядке. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем 6 убавочек подряд. То есть провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки. Первая убавка. Далее делаем вторую убавочку. Третья. Четвертая. Пятая и шестая. И до конца ряда нам еще остается провязать 11 столбиков без накида. Так вяжем до конца ряда 11 столбиков без накида. Итак, провязали. В этом ряду у нас получилось 22 столбика без накида. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 и делаем 4 убавочки подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки. Первая убавка, вторая, третья и четвертая. Далее до конца ряда вяжем еще 10 столбиков без накида. В этом ряду у нас должно получиться 18 петель. Провязали, отмечаем новый ряд. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и вяжем 3 убавки подряд. Первая убавочка, вторая, и третья. Далее до конца ряда у нас еще останется провязать 9 столбиков без накида. В этом ряду у нас должно получиться 15 петель. Так, и на этом этапе можно вставить пластиковый овальчик для подошвы. Отмечаем новый ряд. И в этом ряду вяжем 3 столбика без накида. И одну убавку. Вот такую комбинацию мы повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Итак, вяжем 3 столбика без накида плюс 1 убавка.
Провязали, отметили новый ряд. Следующий ряд вяжем без изменения 12 столбиков без накида. Последний 12 столбик не довязываем до конца, на нем мы будем менять цвет пряжи. Провязали, последний 12 столбик не довязываем, берем пряжу белого цвета и довяжем 12 столбик. Отметили новый ряд. Следующий ряд будем вязать 12 столбиков без накида за задние стеночки каждой петли. Так вяжем. Это у нас уже будет носочек выглядывать из кроссовочка. Это даже больше не кроссовки, а высокие кеды. Итак, вяжем 12 столбиков без накида за заднюю стеночку. Провязали, отметили новый ряд. Голубую пряжу я уже отрезала, завязала на узелочки, хвостики и продолжаем. Следующий ряд вяжем без изменения 12 столбиков без накида. Кстати, на первой игрушке я вязала 2 ряда без изменения белой пряжи, и носочки, мне кажется, немного высоковаты. И поэтому в этой игрушке я решила сделать такие вот покороче носочки. Так, где моя игрушка? Сейчас я вам покажу наглядно. Вот, они вот такие получились. На мой взгляд, это как бы высоковатые. И вот у этой игрушки, новой игрушки, которую мы вяжем вместе с вами, я хочу сделать пониже. Если вам нравятся вот такие, как вот на этой игрушке, то провяжите еще 2 ряда белой пряжи. Просто тут уже будете вязать не 4 ряда пудрового цвета, а 3 ряда, так как у вас один ряд сюда уйдет. Итак, вяжем до конца ряда 12 столбиков без накида. 12 столбик не довязывайте до конца, на нем будем менять цвет пряжи. Итак, 12 столбик не довязываем до конца, берем пряжу пудрового цвета, цвет тела, и довяжем 12 столбик. Довязали, и еще можно провязать первый вот столбик следующего ряда, и далее будем наполнять наполнителем. Итак, ножки желательно наполнять вот часть кед, и потом далее, вот как бы получается продолжение ноги до пузика желательно наполнять очень плотно, так как игрушка может самостоятельно стоять. Если плотно не наполнить, то из-за своего веса она может как бы сгибаться, если ножки будут неплотно набитые. Поэтому как можно плотнее постарайтесь набить. Наполнили. Далее вяжем 4 ряда без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. А если же вы все-таки провязали 2 ряда белой пряжи, сделали высокие носочки, как у моей первой игрушки, то тогда вяжите 3 ряда бежевого цвета, в каждом ряду по 12 столбиков без накида. Я же вяжу 4 ряда без изменения, в каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали 4 ряда без изменения, последнюю петлю, последний столбик без накида не довязываем до конца, на нем будем менять цвет пряжи. Берем цвет пряжи и у меня это синий, и будем вязать шортики.
Итак, довязали столбик без накида, этот последний, и начинаем следующий ряд. Вяжем 3 ряда без изменения, в каждом ряду по 12 столбиков без накида. Итак, провязали. Я уже даже наполнила наполнителем ножку. Отметили новый ряд и провяжем еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вытянем немножечко петлю, отрезаем нить, и первая ножка у нас почти готова. Сейчас еще мы сделаем обвязочку и вышьем 4 белые полосочки. Это типа будут шнурочки. Итак, сейчас делаем с вами обвязочку вот в этой части. Здесь вот мы вязали за заднюю стеночку, и у нас остались передние стеночки. За них мы делать будем обвязку. Берем крючок меньшего размера. Желательно делать обвязку крючком меньшего размера. Я, допустим, у меня крючок основной номер 5, а обвязку буду делать крючком 2,5. Это для того, чтобы обвязка плотно прилегала к ножке, чтобы она как бы не оттопыривалась, иначе это будет, если будет такой вот пышная обвязка, то это будет как смотреться как мех. Поэтому нам нужно сделать более прилегающую обвязку, поэтому берем крючок меньшего размера и делаем обвязочку столбиками без накида. Вяжем крючком меньшего размера, но при этом сильно вязание не стягиваем, чтобы как бы не перерезать ножку визуально. Вот так вот до конца ряда вяжем 12 столбиков без накида, делаем обвязочку. Итак, дошли до начала ряда, сделаем тут соединительную петлю. Так, протянем ниточку и отрежем ее, оставляя небольшой хвостик. И теперь вот эти хвостики сначала протянем вовнутрь и вытянем наружу, чтобы зафиксировать на одной из стеночки любой подходящей нам петли. Так, снимем плюш с хвостиков. И найдем заднюю стеночку любой подходящей нам петли и на ней завяжем узелочки.
Немножечко отрежем. И хвостики окончательно прячем вовнутрь вязания. Так, далее берем иглу с большим ушком и небольшой кусочек белой пряжи. Будем вышивать шнурочки. Итак, шнурочки у нас в 4 ряда. То есть расположим вот 2 ряда вниз. И вот здесь вот первая полосочка шнурочка, потом вторая, третья и четвертая. По-моему, так, сейчас посмотрим точнее. Ну да. Итак, заведем иглу где-то вот так вот сбоку, чтобы потом там сделать узелочки, зафиксировать. И вышиваем линии шнурка, захватывая по 3 столбика. Вот так вот, захватывая по 3 столбика, спускаемся вниз. Получается, мы вяжем вот в эти вот, как бы вот в эту резьбу между рядами, вот в эти углубления. Вот на них мы и вышиваем полосочки шнурочка. Итак, я уже вышила шнурочки. Далее с этих хвостика снимаем плюш и на одной из задней стеночки любой подходящей петли делаем узелочки и там, и тут. Далее будем вязать с вами левую ножку. Итак, берем пряжу белого цвета и набираем 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Начиная со второй петли в обратную сторону вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. Далее в одну петлю провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, в ту же петлю третий столбик без накида и в ту же петлю четвертый столбик без накида. Далее вяжем по второй стороне 6 столбиков без накида. Один, два и 6. Далее в одну петлю вяжем 4 столбика без накида. 1 столбик без накида, в ту же петлю второй столбик без накида, в ту же петлю третий столбик без накида и в ту же петлю четвертый столбик без накида. Далее делаем соединительную петлю
Хорошенечко подтягиваем. Соединительная петля. Далее делаем воздушную петлю. И теперь мы разворачиваем наше вязание и будем вязать в обратную сторону. Это делается для того, чтобы вот эти вот стыки смотрели во внутреннюю сторону, чтобы не смотрели на, ну, как бы на наружную сторону, а чтобы было пропорционально, смотрели во внутреннюю сторону. Вот так вот ножки. Итак, развернули наше вязание и будем вязать в обратную сторону. Вяжем сначала один столбик без накида. Далее вяжем 2 прибавочки подряд. Вяжем в одну петлю по 2 столбика без накида. Первая прибавка и вторая прибавка. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. Далее вяжем 6 прибавочек подряд. Провязываем по 2 столбика без накида в одну петлю и повторим так 6 раз. Провязали, и до конца ряда у нас еще останется провязать 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее здесь у нас были соединительная петля и воздушная петля. Мы их не задействуем в вязании, а вот в петлю следующего ряда, в первую петлю, провяжем новую соединительную петлю. Подтянем. Соединительная петля и воздушная петля. Далее следующий ряд будем вязать 28 столбиков без накида за перегородочки, как и у первой правой ножки. Заводим крючок, здесь мы сделаем вспомогательным крючком, туда, откуда мы провязали соединительную петлю. Заведем крючок, подхватим перегородочку между двумя петлями, вытянем ниточку и провяжем первый столбик без накида. И так до конца ряда. Вяжем еще 27 столбиков без накида за перегородочки между петлями. Провязали, делаем соединительную петлю, одну воздушную петлю и следующий ряд 28 столбиков без накида вяжем без изменения. Последний 28 столбик не довязываем до конца, на нем будем менять цвет пряжи. Итак, на последнем 28 столбике без накида сменили цвет пряжи, и следующий ряд будем вязать 28 столбиков без накида за заднюю стеночку. Итак, пропускаем здесь воздушную петлю, ее не провязываем, и первую петлю следующего ряда начинаем вязать столбики без накида
за заднюю стеночку каждой петли. Провязали, отмечаем новый ряд, отрезаем белую пряжу, завязываем на узелочки. Вот этот вот хвостик мы тоже протянем на внутреннюю сторону и зафиксируем на одной из петель. Далее вяжем 28 столбиков без накида без изменения. Далее вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Далее вяжем 6 убавочек подряд. И до конца ряда вяжем еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Отмечаем новый ряд. Далее вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2 и 10. Далее вяжем 4 убавки подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки. Повторим так 4 раза. И до конца ряда провяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Отмечаем новый ряд. И вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 9. Далее вяжем 3 убавочки подряд. И до конца ряда вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Отмечаем новый ряд. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида плюс 1 убавка. Такую комбинацию повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Итак, вяжем 3 столбика без накида плюс 1 убавочка. Провязали, и не забудьте вставить пластиковый овальчик для подошвы.
Далее следующий ряд провяжем без изменения 12 столбиков без накида. Последний 12 столбик не довязываем до конца, на нем будем менять цвет пряжи. Итак, смена пряжи. Довязываем 12 столбик без накида белым цветом. И следующий ряд будем вязать 12 столбиков без накида за заднюю стеночку каждой петли. Итак, вяжем 12 столбиков без накида за заднюю стеночку. Провязали, хвостики, синюю пряжу отрезали, хвостики завязали на узелочки и далее наполним наполнителем. Итак, вяжем далее. Следующий ряд вяжем без изменения 12 столбиков без накида. 12 столбик не довязываем до конца, на нем мы будем менять цвет пряжи. А если же вы все-таки решили вязать высокие носочки, то вяжите 2 ряда без изменения. И потом уже в конце второго ряда последний столбик без накида не довязываем до конца и меняем цвет пряжи. Итак, берем пряжу пудрового цвета, цвет тела, и довязываем последний столбик без накида. Отмечаем новый ряд. Далее вяжем 4 ряда без изменения, в каждом ряду по 12 столбиков без накида. Если же вы вязали высокие носочки, то вяжите 3 ряда без изменения. А я на этот раз вяжу коротенькие носочки, и поэтому вяжу 4 ряда без изменения пудрового цвета. И не забываем по ходу вязания наполняем наполнителем. Провязали, на последнем столбике без накида меняем цвет пряжи, цвет шортиков. Итак, довязали последний столбик без накида и далее вяжем 3 ряда без изменения, в каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, отметили новый ряд, делаем обвязку и вышивание шнурка точно так же, как и у правой ножки.